Яркая улыбка, скрывающая невыносимую боль. Что пыталась сказать легендарная звезда кей-поп в свои самые темные часы, и какую мрачную тайну хранит то самое видео, навсегда стертое из социальных сетей? Мы привыкли воспринимать мир южнокорейской поп-музыки как бесконечный праздник. Яркие софиты, идеальные синхронные танцы, безупречные лица и сияющие улыбки, которые дарят надежду миллионам фанатов по всему земному шару. Но за этим безукоризненным фасадом скрывается жестокая, перемалывающая судьбы машина. Индустрия кей-поп требует от своих айдолов абсолютного подчинения, отказа от личной жизни и превращения в идеальный продукт для потребления. Для Солли, чье настоящее имя Чхве Чжин Ри, эта блестящая витрина стала настоящей золотой клеткой, из которой она отчаянно, но безуспешно пыталась вырваться. С раннего детства, будучи еще совсем маленькой девочкой, она попала в жернова шоу-бизнеса. Дебютировав в 2009 году в составе невероятно популярной женской группы FX, она быстро стала любимицей публики. Ее называли «персиком» за нежную кожу и милую улыбку. Но никто не задумывался о том, какую цену она платит за этот образ. В то время как обычные подростки ходили в школу, дружили и совершали ошибки, Солли должна была работать по 20 часов в сутки, соблюдать изнурительные диеты и всегда улыбаться, даже когда внутри все разрывалось от боли. Ее жизнь принадлежала не ей, а агентству и фанатам. Каждый ее шаг контролировался, каждое слово фильтровалось. Но Солли была слишком свободолюбивой натурой, чтобы вечно играть роль послушной куклы. Она росла, менялась, искала себя и в какой-то момент поняла, что больше не может и не хочет притворяться. И именно это решение стало началом ее долгого, мучительного падения в пропасть, куда ее безжалостно толкало общество. В 2015 году Солли приняла смелое, но роковое решение покинуть группу FX, чтобы сосредоточиться на актерской карьере и просто попытаться стать собой. Она начала разрушать тот стерильный образ, который ей навязывали годами. Солли стала одной из первых корейских знаменитостей, кто открыто поддержал движение за отказ от бюстгальтеров, заявляя, что комфорт женского тела важнее навязанных патриархальным обществом стандартов приличия. Она публиковала в своем аккаунте в Instagram фотографии, которые казались обычным людям совершенно безобидными. Она без макияжа, она на вечеринке с друзьями, она открыто выражает свои чувства к молодому человеку. Но для консервативного южнокорейского общества это стало настоящим вызовом. Вместо того, чтобы понять и поддержать молодую девушку, которая просто хотела дышать полной грудью, публика обрушила на нее цунами слепой, неконтролируемой ненависти. Кибербуллинг приобрел чудовищные масштабы. Ежедневно под ее постами появлялись десятки тысяч комментариев, полных яда, оскорблений и прямых угроз. Ее называли сумасшедшей, испорченной, требовали, чтобы она исчезла. Анонимные пользователи сети соревновались в изощренности оскорблений, совершенно забывая о том, что по ту сторону экрана находится живой, невероятно ранимый человек. Солли читала эти комментарии. Она видела, как люди, которые еще вчера клялись ей в любви, сегодня готовы растоптать ее за малейшее отклонение от идеала. Она пыталась защищаться, пыталась шутить, пыталась игнорировать этот бесконечный поток грязи, но яд медленно, но верно проникал в ее душу, разрушая ее психологическое здоровье. Она осталась один на один с толпой безликих палачей. Пытаясь справиться с нарастающим чувством тотального одиночества и отчаяния, Солли начала искать поддержку там, где раньше находила любовь у своих зрителей. Она стала часто запускать прямые трансляции, те самые лайв-эфиры, которые сегодня воспринимаются как страшный дневник ее угасания. В этих эфирах она уже не была той сверкающей звездой кей-поп. Перед камерой сидела глубоко уставшая, измученная девушка с потухшим взглядом. Иногда она пыталась вести себя непринужденно, рассказывала о своих кошках, о том, как прошел день, но чаще всего зрители видели лишь безмолвные слезы. Солли могла молча смотреть в объектив камеры на протяжении нескольких минут, и в этой тишине было больше боли, чем в самых громких криках о помощи. В одном из сохранившихся фрагментов таких трансляций, который до сих пор вызывает мурашки по коже, она произнесла слово, ставшее ее печальным завещанием. Срывающимся голосом, глотая слезы, она умоляла: «Я неплохой человек. Почему вы так со мной поступаете?
Журналисты, пожалуйста, будьте ко мне немного добрее. Зрители, пожалуйста, подарите мне хоть немного любви. Что я сделала, чтобы заслужить всю эту ненависть? Но сеть была безжалостна. Вместо сочувствия эти эфиры разбирали на кадры, высмеивали ее состояние, обвиняли в попытках привлечь к себе внимание или в употреблении запрещенных веществ. Люди отказывались видеть очевидное, перед ними разворачивалась трагедия человека, оказавшегося на самом краю пропасти. Она кричала в пустоту, но эхо приносило обратно лишь новые насмешки. Октябрь 2019 года стал точкой невозврата. За 24 часа до того, как мир узнал о трагедии, Солли вела себя так, чтобы никто не заподозрил неладное. Индустрия не прощает слабости, и она продолжала играть по правилам. В ее расписании были съемки для рекламной кампании сумок, она выкладывала короткие позитивные видеоролики, улыбалась стилистам и менеджерам. Но глубокой ночью, когда камеры выключились и она осталась абсолютно одна в своем большом, пустом доме, тьма окончательно поглотила ее. Именно в эти последние часы, по крупицам, собранным инсайдерами и преданными поклонниками, Солли запустила свой последний, навсегда удаленный эфир. Это видео не успело разлететься по сети, его успели увидеть лишь немногие ночные зрители, но те, кто стал свидетелем этой трансляции, описывают ее как самое душераздирающее зрелище. В этом удаленном видео не было слез и истерик. Была лишь абсолютная, пугающая пустота и смирение. Солли долго смотрела в экран, словно прощаясь с каждым, кто был по ту сторону. Она тихо говорила о том, как сильно устала бороться, как тяжело просыпаться каждый день, зная, что тебя ненавидят миллионы людей просто за то, что ты существуешь. Она говорила о том, что больше не видит смысла пытаться что-то доказать этому миру. А затем трансляция резко оборвалась. Видео было удалено с ее страницы, словно она стерла свои последние слова, решив уйти тихо, не оставляя после себя лишних оправданий. На следующий день, 14 октября, менеджер, который не смог до нее дозвониться, приехал к ней домой и обнаружил то, чего все так боялись. Солли ушла из жизни. Новость о ее уходе парализовала не только Южную Корею, но и весь мир. Внезапно те же самые люди, которые еще вчера писали ей проклятия, начали массово удалять свои комментарии и публиковать посты с соболезнованиями. Лицемерие общества проявилось во всей своей уродливой красе. Власти заговорили о необходимости введения закона Солли, который должен был обязать пользователей интернета регистрироваться под настоящими именами, чтобы искоренить анонимный кибербуллинг. Индустрия кей-поп на мгновение замерла в скорби, агентства отменяли концерты, артисты надевали черные ленты. Но изменило ли это систему глобально? Многие эксперты и фанаты с горечью констатируют, что уроки так и не были усвоены. Спустя всего месяц после ухода Солли, этот мир покинула ее близкая подруга Гоухара, которая также стала жертвой травли. Последнее удаленное видео Солли – это не просто загадка для любителей мистики или конспирологии. Это жестокий памятник человеческому равнодушию. Это символ того, как слова могут стать самым смертоносным оружием, бьющим точнее любой пули. Она пыталась научить мир принимать людей такими, какие они есть, со всеми их недостатками и особенностями, но мир оказался слишком жесток для этой миссии. Сегодня память о ней продолжает жить в сердцах тех, кто любил ее по-настоящему. Напишите в комментариях, как вы считаете, смогут ли социальные сети когда-нибудь стать безопасным местом, или мы обречены терять таких ярких, искренних и по-настоящему талантливых звезд снова и снова. Мы обязаны помнить этот жестокий урок. Обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и берегите себя. До скорой встречи!